Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Июнь-июль 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. И правда, судьбоносный шанс нам дают планетарные транзиты. И начинается наше лето с июня месяца, добрых энергий, такого гармоничного времени. И Юпитер в знаке зодиака Рак нам как раз обуславливает, когда нам хочется расслабиться, нам хорошо отдыхать, когда у нас есть возможность волшебная многие вопросы согласовать, что-то изменить, с кем-то договориться или помириться, прояснить, или оформить какие-то документы. Правда, доброе время. И это время, оно не будет длиться вечно, к сожалению, да. И уже июль нам даст прочувствовать это. Мы можем даже чувствовать, словно неведомая сила в июле заставляет нас принимать важные решения. Это может быть обусловлено как раз транзитом Урана в Близнецах, своего рода неожиданная информация. Может быть, это много информации. Мы где-то можем замереть, как к этому относиться, что с этим делать. Вот правда, те какие-то решения, которые мы будем принимать, они могут быть основаны, что ломается какой-то прежний шаблон, или нас заставляет, словно пространство, обстоятельства тоже самих измениться, может быть, и адаптироваться к какой-то ситуации. И вот эти 2 месяца поистине судьбоносны тем, что у нас есть все-таки шанс очень много изменить. И, конечно, все зависит от нас, от нашей решимости, где-то адаптации, но помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. И вот давайте подсказки карт мы с вами узнаем. У нас сегодня колода 78 дверей. Метафорические, по сути дела, карты. Какие двери будут перед вами открыты? Давайте узнаем. Мы достанем по 3 карты на каждый месяц. И первая энергия июня, события ближайшего будущего, уже практически на пороге. Июнь. События будущего для вас, мои дорогие представители знака зодиака Близнецы. И пусть будет доброе время. Для вас, правда, открывается много возможностей. Июль. Такие события отдаленного относительно будущего, но тем не менее, тоже какие энергии. И достанем 3 карты, как будто между, да, момент перехода между прошлым и будущим, что придется согласовывать, или как вот соединить вам, может быть, что-то придется. Да, возможно, и придется какие-то важные решения принимать по части, как ваше положение в обществе. Или есть какие-то контакты с лицом, который вас может куда-то призывать. Это может быть руководитель, это могут быть еще и какие-то высокопоставленные лица. Может быть, у вас есть с ними контакты, или вы хотите решить какой-то вопрос. Но король жезлов – это тут как идейный вдохновитель, прекрасно, да? Или тот, который дает советы. Недаром он у нас тут на фоне Стоунхенджа. И вроде как энергии много. И говорит человек что-то правильное. Но, скорее всего, тут у нас 9 жезлов говорит именно в этой колоде. Беречь себя, безусловно, недаром человек несет двери, чтобы где-то обезопасить свой дом или улучшить свои жилищные условия. У кого-то буквально жилищные условия тема номер раз. И обещают что-то одно, или говорят что-то, или вы хотите что-либо осуществить, отправляясь в инстанции, согласовать, подписать бумаги важные, у кого-то продать, купить жилье, ну такое вот может быть. Или намереваетесь переехать, все-таки 9 по нумерологии преддверие перемен. И посмотрите, правосудие, но нужно это делать в согласии с законом. Для вас нельзя что-то оставлять на словах. Для вас будет надежно то, что прописано на бумаге, в каком-то документе. Ну и когда вы сами поступаете по закону. Здесь может быть и та ситуация, когда нам, ну, как если мы говорим причины и следствия, что-то возвращается из прежнего периода жизни. И если мы сделали все хорошо, то тогда и пространство нам помогает завершить какой-то вопрос. А если мы где-то там что-то не учли, тогда нам какой-то проект могут вернуть на доработку. Ну ладно, это перевернулись карты, кому-то важно услышать. Момент перехода между прошлым и будущим, по сути дела, это тот шанс, с чем это будет связано для вас, мои дорогие близнецы. И
В каких сферах жизни вам придется принимать важные решения? Вот давайте достанем такую карту. Что уйдет? А что придет взамен? Вот за эти 2 месяца, июнь, июль. Следующая карта – поездки, переезд, перемещения какие-то, может быть, и по работе, у кого-то поближе, у кого-то дальше. Ну, самыми разными событиями или обстоятельствами вызваны, потому что все же лето. У кого-то и отдых может быть, а у кого-то именно по работе, с командировками, да, или, ну, самая любая ситуация. Ваши достижения и как ваши проекты, планы. И достанем еще одну карту. Что будет дальше? Если мы говорим, да, к чему все идет, как это вот связано все, ну, это у нас где-то больше момент перехода, но что дальше будет продолжено? Какое продолжение в целом следует? Ну, давайте мы начнем с июня. И первая энергия. Ух ты, выбор какой-то, мои дорогие. Может быть, серьезный выбор по каким-то обстоятельствам, потому что старший аркан. У кого-то выбор партнеров, может быть, и так, или какая-то личная история. Ну, могут быть и вопросы, связанные по работе. Здесь есть взаимодействие с людьми. А для кого-то из вас может быть выбор ключевых партнеров по части вашего бизнеса. И вы можете, мои дорогие близнецы, пересматривать в принципе свое окружение. Может быть, складывается так обстановка или поведение конкретного человека, или вы сами хотите что-то уже изменить, но его величество выбор, связанный с теми или иными обстоятельствами внешними. Вот вам как будто в июне придется сделать, может быть, это, знаете, какое-то Соломоново решение, вполне вероятно, вам придется принимать, мудрое такое, да? А рыцарь Пентакли у нас едет медленно, один из самых неторопливых рыцарей, потому что он должен что-то детализировать. Вполне вероятно, какая-то просто затянувшаяся история теперь близится к развязке в июне. Или вы хотите с чем-то разобраться. А вы знаете, так шаг за шагом вы правда можете что-то тут прояснить, разобраться, решить. Все в ваших руках. И сама карта туз Пентакли – это как помощь высших сил, какой-то его величество случай или удобный момент. Но если мы говорим закрытые двери, да, двери закрыты для сохранности. Не случайно вот там 9 жезлов с дверями, которые человек нес буквально на своей спине, вам переворачивалась. И ключи, самое главное, в ваших руках. И я вижу какой-то позитивный момент, когда вы, правда, даже с какой-то долгоиграющей ситуацией, по крайней мере, вы чем-то останетесь довольны. На момент июня это точно. Вопрос какой-то можете решить либо по части недвижимости, либо это будет согласование, документы. Я допускаю, что это и работа. Все-таки Пентакли это всегда и наша занятость, и одновременно финансовая сторона вопроса. Но может быть даже... Пусть тут с подарком, как будто кто-то едет, или вы куда-то едете с подарком, словно вас уже ждут, или вы кого-то ждете, вот как этого рыцаря, да, как будто какой-то вопрос уже, по идее, должен решиться, есть какая-то конкретика, и тем более следом у нас выпадает туз Пентаклей, когда есть возможность, словно время, повернуть вспять, что-то переиграть, передоговориться, переиначить как будто, да, вот был выбор, одна сторона и вторая сторона. Неважно тут чего касается, личной жизни или у кого-то это работа, бизнес. И вы были вот на этом перепутье. Куда, с кем, каким образом. Но, видимо, тут вы для себя что-то явно проясните. И для этого идеальное время. Ну, судьбоносный выбор может начаться с июня. Давайте посмотрим, что там за энергия июля. Ну вот, наверное, не идти туда, где не ждут. Обратите внимание, могучий кентавр. По какой-то причине совершенно точно он решил, что ему нужно пробить вот эти ворота, вот эту дверь так называемую. Но карта нам говорит, рыцарь мечей, не факт. То, что ты увидишь, тебя обрадует. Или, когда ты туда войдешь, ты понимать будешь, что, ну вот да, действительно, я к этому стремился. Здесь есть момент неожиданностей. Это кто-то может и в ваш адрес, мои дорогие близнецы, быть вот таким настойчивым. Будьте внимательны, потому что иногда проходят по рыцарю мечей, ну, какие-то проверяющие, например, да, если вы занимаете высокую должность. Но эта карта со знаком плюс проигрывается, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим, но явно куда-то не торопиться. И
Будьте готовы к тому, что вам придется договариваться. Вот эта дверь, которая находится на дне бассейна, и ныряльщики нам изображены. От синхронности открывается эта дверь. То есть здесь закрыто. Здесь нас могут как будто и не ждать. Или мы пробьем вот эту дверь, ворота эти, вроде бы мы попадем туда, куда стремимся, а придем потом к выводу, что а не больно-то и надо было. Вот такой момент. Здесь не что-то не очень однозначно. И, скорее всего, тоже требует поразмыслить. Какая-то у вас ситуация по мечам. Это, знаете, как интеллект, безусловно, или просто информация, которая требует детализации по, вот как положено сделать по закону. Не случайно сказала, когда мы ищем правду, истину, мы ее находим. Так вот, мы можем здесь искать информацию в интернет, обращаться, может быть, и к юристам, для того, чтобы что-то сделать очень, очень правильно, чтобы не было потом каких-то разочарований. Вот проясняйте, правда. Вы тут с чем-то, как в июне, определяетесь. Но, может быть, некоторая тема, она еще продолжается на июль. А может быть, это вы, мои дорогие близнецы, которые не хотите, это вы вот за этой дверью, и вы не хотите вот таких вот визитеров, да, а тем не менее тогда двойка жезлов вам говорит, что нет, вот с кем-то вам тут взаимодействовать все-таки приходится. Нравится, не нравится, но какая-то ситуация требует более гармоничного решения. Да, правда, королева Пентаклей. Тут могут быть вопросы по работе и по деньгам. У кого бизнес, значит, с ключевыми партнерами. Но, может быть, это вы куда-то стремитесь, вы хотите попасть, занять именно определенную должность. Но, может быть, и быть с конкретным человеком или по части недвижимости. Иногда королева Пентаклей именно наших близких супругов или наших партнеров, может быть, отношения не оформлены, но вы все к тому идет, назовем, или вы вместе долгое время. Тогда это вопросы вашей пары, вашей семьи, какие-то важные, может быть, согласования, которые тогда вот этот вот рыцарь мечей может говорить, что не все идет так вот быстро, гладко, как хотелось бы. Есть какие-то препоны, но вам придется договариваться, я бы сказала, быть правильно понятому, потому что помните, сепарация – это иллюзия, а вот дипломатия вам как раз открывает нужные двери. Момент перехода. Пятерка жезлов. Здесь вам с чем-то придется, может быть, и определяться, потому что мы можем, и люди, кстати, и информация, как я уже говорила, до карт, она может быть разрозненная такая, может быть, даже где-то и фейк, или тут может быть что-то, что вы либо услышите, либо увидите, и вам словно хочется этот вопрос вот так одним махом раз, решил, завершил, и я теперь сплю спокойно, но не все так однозначно. Вторая карта, которая нам снова где-то говорит, да, вот у нас уже человек приготовился, причем физических сил явно у него достаточно, кувалда наготове, и что там ему эта кладка, один удар, и все развалилось. Но вот приложение каких-то усилий, продумать, а надо ли? А может быть, опять же, разрушим эту кладку, а потом увидим нечто и скажем, вот елки-палки, и зачем я это делал? Ну или что-то типа того. Поэтому важные решения все-таки нужно будет принимать. Хотя для кого-то эту кладку нужно разбить, если она, вот это будет проигрываться, мои дорогие, если ваше одиночество затянулось. Или вы словно себя отгородили от мира. Все-таки мы все разные, хотя ваш знак, это знак общения максимально, да, и вот Уран, может быть, где-то в июле. Он тут может начать ломать стереотипы, шаблоны. Это пробный заход в ваш знак зодиака. И я должна сказать, вот эти месяцы с июля до ноября. 9 ноября выйдет из вашего знака, обратно вернется в Телец, в Уран, и останется в Тельце до 27 апреля 2026 года. А уже потом, с 26, да, до, на 7 лет, он поселится в вашем знаке зодиака. И тоже тут какую-то реформацию, ведь это всегда инновационная планета каких-то решений таких. И вот этот пробный период в несколько месяцев вам может показать, какие будут вопросы у вас в приоритете на последующие 7 лет. Или чем вам придется заниматься. Так вот, для тех, кто один или одна, здесь, знаете,
Это ваше, может быть, желание, потому что да надоело мне вот так сидеть. Ведь здесь что? Ничего не меняется. И, кстати, нет закрытых дверей. Дверь за человеком открыта. Это он добровольно принял одиночество. Но нам показан человек, тут как будто кукла, Вуду. Вы можете кому-то не верить. Это вы можете где-то закрываться. То есть мы все можем оказаться как бы по любой из сторон вот этой кладки или двери, или вот этих врат, да. Когда или к вам кто-то, или вы кому-то. Но договариваться, я вижу, все-таки придется. А если вот для одиночества, то тогда самое время как раз и выйти. Может быть, словно телепортироваться. Но точно центральная карта, тройка мечей. Мы словно засиделись. И просто у кого-то из вас это будут такие вот решительные действия. Но тут по информации нужно все перепроверять. Доверяй, но проверяй. Это будет важно, потому что рыцарь мечей. А для кого-то аккуратные вот такие действия, словно в разведку, двойка жезлов, да, девушка наша, словно телепортировалась через дверь, и вот она такая изумленная, удивленная, потому что она что-то услышала и аж замерла. Вот правда, информации будет совершенно много и разной, которая будет иногда побуждать вас к осторожным действиям, а иногда будет буквально подталкивать жезлы, словно огненная энергия. Мы хотим что-то срочно, быстро. Ну вот, понимаете, ведь по сути это дело, по тройке мечей была какая-то ситуация прежняя, которая вас может удерживать как в стопоре в каком-то или в каком-то периоде ограничений. И все-таки я вижу по двойке жезлов время покончить с тем, что вам не приносит вдохновения. Если это сольный вариант вашей личной жизни, а прежде была какая-то минусовая ситуация, вряд ли вот такое уединение, оно может продлиться долго. Тогда вот эти 2 месяца, нам уже карты сказали, для вас могут открывать новые возможности. Кто знает, может быть, даже контакт с учетом королевы Пентаклей, знакомства или, может быть, как какой-то человек, может быть, у вас уже есть, начать с какой-то дружбы, может быть, и так. Но и вы и сами можете где-то не желать открыться. Вот я так вижу. Для вас нет закрытых дверей, как я уже говорила. Но просто кто-то из вас так и не решится. А кто-то, может быть, и сделает первые шаги. Давайте будем узнавать, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения. Но все то, что я говорила, по сути, к чему вот все идет. Кто-то так и останется, да, словно в какой-то своей комнате, в своем пространстве периодически, ну, может быть, сохраняя желание что-то изменить, но так и не соберется, правда, потому что следующая карта, тут надо внутренние страхи побороть. Восьмерка мечей, ведь это карта искаженного восприятия. Мы все разные, абсолютно. И эта карта говорит о том, чего нет в реальной жизни. Вот в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения. Вы тут можете себе что-то надумать, не случайно кукла Вуду. А на самом деле жизнь, она другая. Вы себе можете настроить тут таких ограничений. Вот тогда вот и эта кладка, и вот эти ворота. Это ваше как представление, а реально этого не существует. У кого-то подобный парадокс, метаморфоза, мои дорогие. Близнецы, может быть. И тут самое главное, будь реалистом. Для тебя нет закрытых дверей. Помните об этом. Что уйдет? Ну, знаете, у кого-то карта императрицы. Ну, не могу сказать, конечно, что уйдет, да. Меня смотрят и мужчины, меня смотрят и девочки. Эта карта символ нового я. Может быть, уходят какие-то прежние планы, которые вы будете корректировать. У кого-то из вас, я такое допускаю, смена статуса тоже может происходить. У кого-то и смена места жительства. Но все же так, если по-честному, эту карту чаще, когда она выпадает, надейся сам на себя. У тебя сейчас сильная позиция. У тебя сейчас
и время-то тоже доброе. Ну вот и карты там, которые открыли, правда, выбор. Вот понимаете, первая карта выбора. По сути, если все остальные мы переложим, для чего вот эта 8 мечей или откуда она, искаженное восприятие, а тоже выбор какой-то мы не можем сделать, ковыряясь буквально или копаясь в прошлом. Может быть, прошлая обида или прошлая тягостная ситуация, мои дорогие близнецы. У кого-то ведь и правда меня смотрят люди из разных стран. И у кого-то и потеря могла быть близких в прошлом. У кого-то могла быть ситуация, которая сопряжена с предательством, с обманом. У нас у каждого есть какая-то болевая точка. У нас у каждого есть то прошлое, что опасно ворошить. Да, но тем не менее мы должны идти дальше. Поэтому время каких-то важных решений. И значит, будет та ситуация, когда от вашего выбора будет зависеть просто качество вашей жизни, мои дорогие. То, чему вы отдадите предпочтение, все-таки карта императрицы – это символ нашего благополучия. И вот у вас в эти 2 месяца могут быть, как с одной стороны, возможности, шансы, но насколько вы захотите с кем-либо или с чем-либо взаимодействовать от этого, и будет зависеть напрямую ваше счастье, ваше благополучие, ваш теплый уютный дом. Здесь нельзя, конечно, себя поставить на второе место, но и основываться на чем-то из прошлого или на каких-то пережитых прежде разочарованиях. Ну, точно нет. Иначе мы себя словно, смотрите, человек сидит, и дверь у нас открыта, а по бокам те карты, которые именно про закрытые двери. И все то, что я сказала, это правда. Мы себя как будто отгородили от общения. И даже если было предательство, повторяюсь, это не повод сужать горизонты общения. Просто быть внимательному, вот и все. А что придет взамен, давайте узнаем. Ожидание. Вам тут от чего-то нельзя отказаться, мои дорогие. Вот правда, что за карты? Вот совсем неожиданная. 5 мечей – это вот нам ту ситуацию описывает, когда женщина пришла к двери, да, присела, так думая, откроется завтра. Или не смогла какой-то выбор сделать. Ну, к примеру, тут выбор вам нужно делать. Главное, что-то надо либо решиться, либо решение принять. Вот. И у нее даже не хватило духу ведь встать и уйти отсюда. То есть вообще ничего, полная пауза какая-то. И дверь заросла уже плющом, и женщина состарилась. Поэтому, с одной стороны, может быть, и не жди, кого не придет. Или по этой карте еще, знаете, был какой-то конфликт, не увеличивай дистанцию конфликта, иначе у тебя есть за период июнь-июль нейтрализовать как раз какие-то недоговоренности или переделать, пересмотреть, может быть, какие-то важные разговоры осуществить. Но если ты так вот начнешь словно замыкаться, то тогда и ничего меняться тоже не будет. Вот где-то об этом. Давайте я хочу прояснить карту императрицы. Что идет? Это карта вдохновения. Это карта, ну, это не о чем-то таком далеком или надежном, но это карта приятных эмоций, хорошего настроения, с чем это связано, какого-то общения приятного. Да, тут есть какая-то любовная история, но, может быть, кто-то из вас меняет партнеров и смотрит в будущее, кстати, с оптимизмом. Ну вот, тут самое главное в будущее с оптимизмом смотреть и понимать, какие планы вы уже строите дальше. Самое главное, не замыкаться в самом себе или в самой себе. И поэтому, если какая-то прежняя история у вас была со знаком минус, ну что поделаешь, по аркану тройка жезлов отстроить свое благополучие, чтобы быть счастливым. Может быть, тогда и карта говорит, забудь, ну, насколько это возможно, или не окунайся заново в какие-то разочарования. Если у тебя есть вот эта рана в душе, позволь ей зарасти. Или позволь успокоиться твоему сердцу, твоей душе. Не береди заново какие-то чувства. Это уже не имеет значения. Твоя задача теперь просто быть счастливым. Давайте посмотрю, с чем эта 5 мечей может быть связана. Тут как вроде как есть, может быть, даже у вас либо новое партнерство. Новый партнер, тут может быть все что угодно. Паш Пентаклей – это как обучение.
а мы закрываемся, у меня не получится. Вот вы, кстати, можете от чего-то отказаться, начав сомневаться в самом себе или самой себе. А здесь вроде как новые возможности пробуют войти в вашу жизнь. А вы можете отказаться или думать, что нет, это мне не полезно, меня это не касается. Или просто кому-то не верить или во что-то не верить. А тем самым вам надо не просто выбор сделать. Вам чего-то не упустить надо, мои дорогие близнецы. Да, этот выбор судьбоносен сам по себе. Но если мы спрашивали, к чему все идет, тут же к вашей силе идет. Усиление ваших как позиций, может быть, влияние в обществе, возможности построить карьеру. Но договариваться придется. Нам где-то здесь сказали уже даже на июль. И не метод закрываться, да, или уходить от каких-то контактов, неважно, личная жизнь, там иногда бывает, не сумели договориться, а потом каждый ждет, кто сделает первый шаг. Или бывают и такие ситуации, когда одна сторона хочет, чтобы было именно так, как вот она хочет, а вторая сторона готова на диалог, но на какую-то игру в одни ворота точно не готова. Все-таки договариваться придется. От этого зависит ваша сила, сильная позиция. Обратите внимание, двери. На дверях лимниската. Это как двери в будущее. Да, они закрыты, но они откроются, когда девушка договорится со львом. А лев чаще прообраз нашего эго. Лев поэтому и подчиняется. Это как страж дверей деве, потому что не чувствует от нее агрессии. Карта дипломатии. И, видимо, для вас, кстати, 11-й аркан, если мы так не на римские цифры переложим, а на арабские, то две, по сути дела, единицы 11-й. То есть, по сути, это все равно не разделение, это объединение, как двух начал в одно единое целое. Ну, все то, что олицетворяет дипломатия. Поездки, перемещения, тут какие-то подарки. Тут вам, знаете, мои дорогие близнецы, вот единственная, наверное, загвоздка – это либо сидеть ждать, что как-то оно решится само, и бездействовать, либо от чего-то отказаться, думая, что, ну, завтра придет что-то лучшее. Нет, нужно взаимодействовать с тем или с кем, да, если это конкретная персона, то, что есть или кто у вас сейчас присутствует в реальной жизни. Нужно оттолкнуться, опять же, от того, что мы имеем на данный момент, а не ожидать какого-то более лучшего, лучших условий, лучшего периода или более удобного, удачного стечения обстоятельств. Вы теряете время. И именно теперь, если мы говорим тут на поездки, на перемещения, на заработки, на достижения даже какие-то. Шестерка пентаклей – это карта сюрпризов, материального успеха, помощи высших сил. И тут все то, что касается как и денег, так и важных бумаг. Но, да, все-таки 6, баланс тоже предусмотрен, мои дорогие. Словно то, что на одной чаше весов, и ровно столько же должно быть положено на другую. Через дипломатию для вас нет ничего невозможного. И если хотите поехать, пожалуйста. Хотите с кем-то встретиться, пожалуйста. Если вы планируете какую-то далекую поездку, переезд, детализируйте, но у вас тоже что-то получится. Новые заработки или имеется в виду новые какие-то ваши достижения или сфера изучения, может быть, даже, да, и она вам необходима, чтобы работать на дому или из любой точки мира. Иногда эта карта может так об этом и говорить. И у вас тоже это получится, потому что как сама Вселенная пытается вам помочь. Ну вот как раз ваши проекты, достижения. Шикарная карта, кстати. Когда вы остаетесь довольны, вот по финансам можете остаться довольны. Ведь это карта самодостаточности. Но мы можем по этой карте точно так же, знаете как, одержать какую-то победу у вас будет. Я уже говорила, какой-то удобный случай, момент, что-то вас точно порадует. И не раз, поверьте. И мы можем успокоиться на этом. Или думать, что ну потом разберется. Все-таки иногда эта карта, я ее называю картой эгоиста. Вроде бы мы чем-то довольны. И мы уже хотим успокоиться, чтобы нас никто не теребил. Вот есть в этом, с одной стороны, это положительный, безусловно, момент, потому что это карта самодостаточного человека. Да, ему хорошо наедине с самим собой. Не все могут быть
Но есть опасность, я уже не повторяюсь, вот в этом гордом одиночестве остаться. Вроде как и финансы. Здесь меняется ситуация на прорыв, даже если у вас была какая-то финансовая брешь. То есть все равно что-то идет, как ваш проект или возможности по заработкам, по обучению. Здесь вообще эта карта ремесленника больше. И поэтому вы можете даже начать изучать что-то, чтобы работать на самого себя. А может быть, вы имеете определенную профессию, дипломы, ходите уже в какое-то учреждение, организацию, работаете, да, и вы будете совмещать, кстати, и основную работу, и изучение. И вот тогда эта карта действительно для вас обещает очень даже такой в геометрической прогрессии успех по вашим достижениям, планам, бизнесу, или можно начать бизнес даже с нуля. Как будто у вас хватит для этого и идей, и возможностей, и даже что-то просчитать. Да, просчитывать придется, согласовывать придется, может быть, где-то и узнавать, что по закону. Но если поставили перед собой цель, с девяткой пентаклей нет ничего невозможного. Но если мы говорим карту эгоизма, а у нас здесь выпадает вот эта карта, я говорила, что тут будет важно себя как не самого себя, не уединить, не обособить, а наоборот расширять свои контакты. Или, может быть, рассматривать, впускать, по крайней мере, в свою жизнь людей новых, может быть, и так, не основываясь, что какая-то история прежняя была со знаком минус. Да, осмотрительному быть нужно, но не метод замыкаться, а наоборот расширять свои возможности. И поверьте, они не замедлят к вам прийти. Я думаю, даже в эти 2 месяца вы не раз сумеете убедиться, что, правда, какие-то добрые энергии вам помогают. Но мы ведь не знаем, как будет дальше развиваться доброе время июня. Нужно максимально себе во благо, словно продолжить до конца 2025 года. Кто-то решится на последующий период. Посмотрите, карта успеха, по сути дела, колесница. И я так надеюсь, что вот эта тройка мечей для большинства из вас проиграется просто как временная нерешительность. Стоит чем-то заниматься или нет. И знаете, так вот если по-другому, да, с другого ракурса мы посмотрим, к чему все идет. Мы ведь можем и так трактовать, что это вы словно думали, соглашаться, не соглашаться, а нужно мне это или не нужно, сомневаться, участвовать ли в каком-то проекте или самому развивать свое творчество. То есть, ну, были какие-то сомнения, не все гладко. И, скорее всего, вы можете как раз решиться на что-то, попробовать. Как минимум искать эту информацию, с кем-то взаимодействовать. И тогда до конца июля у вас тут будет что-то очень хорошее. И продолжение как раз, вот эта карта колесница, будет говорить, что будет дальше, если мы спросили. Дорога к успеху, мои дорогие близнецы. Может быть, у кого-то и осуществится переезд. Вопросы вашей популярности или вашего дела, которым вы занимаетесь. Может быть, что будет продолжено, кто-то будет строить карьеру, а кто-то добавит себе новых знаний. И эти знания, они тоже не ради любопытства, они тоже ради вашего прогресса, популярности, получения большего эквивалента по части финансовых поступлений. Это то, что вас радует. Посмотрите, какие шестерка пентаклей, девятка кубков и старший аркан колесница. Словно на что-то вам нужно решиться. Да, просчитать. Заручиться, может быть, поддержкой или провести важные переговоры. Но для вас пространство Вселенной открывает какую-то новую палитру будущего и при всем при этом увеличивает как и ваши шансы на победу, так и буквально вашу силу. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.